Эта история случилась на Алтае, удивительно красивом и сказочном месте. Стояла деревня неподалеку от таежного леса. И в деревне той жили люди, которые в основном занимались промыслом и охотой. Места тут чистые, зверя водится много. Герой нашего рассказа, дед Василий, вышел утром в лес. Он пошел туда набрать чабреца для жены, она хотела заготовить побольше на зиму. Собрался дед Василий, взял свой короб и не успел уйти, как к нему выбежала Даша, его внучка. Она была еще сонная и не совсем понимала, куда деда собрался. Она попросила взять ее с собой, но дедушка сказал, что он идет в сложный поход и обещал принести подарочек от зайца, если встретит того в лесу. Даша согласилась на такие условия и ушла досматривать свой сон. Василий посмотрел на утреннюю зарю, выдохнул изо рта пар, повесил на плечи свой короб и потихоньку пошел. Путь он знал хорошо, он с самого рождения жил в этой деревне. Роса все еще лежала на траве, ноги его немного вымокли от нее. Василий сломал ветку и решил использовать ее как палочку. Он шел и думал о том, что еще предстоит сделать этим летом и что уже сделано, вспоминал свою внучку. Ему так нравилась ее реакция, когда он приносил из леса подарки от зайчика или белочки. Она так искренне, с детской непосредственностью радовалась конфетке или стакану малины. Ведь те конфеты, которые стоят на столе, обычные, а те, что деда приносит с собой от лесного жителя. Даша жалела только об одном, что когда она с дедушкой ходила в лес, тот самый зайчик ей не встречался. «Ну, значит, в следующий раз», — отвечал ей на это дедушка. Они в походах даже целую историю про заячью жизнь придумали. У того зайца была семья и детишки, он был добрым и совсем не трусливым. Так Василий дошел до подножия горы и, наконец, нашел заветную траву и стал ее собирать. Дорога чабреца привела его к небольшому ущелью. Там было мокро и пахло сырой землей. Любопытство его взяло верх, и он решил зайти посмотреть, что там находится, чтобы было что внучке рассказать. Он пробрался немного вглубь и заметил какое-то животное. Было темно, и он не сразу понял, кто там лежит. На первый взгляд большая кошка в пятнах, снежный барс. Но откуда он тут? Они так низко не спускаются. Отец Василия рассказывал, что он видел его всего один раз в жизни, и то издалека. Он так описал встречу с ней. Один раз на охоте я издалека заметил большую красивую кошку. Она грациозно передвигалась, прыгая с камня на камень. У нее был длинный хвост и большие лапы, похожи на снегоступа, а украшена она была пятнами. Я не подумал бы в нее выстрелить, настолько она была красива и величественна. Василию сразу вспомнилась эта отцовская история, и он пригляделся. Пятнистая, длинный хвост, но не двигалась. С ней что-то случилось. Возможно, она упала в ущелье, когда охотилась или убегала от кого-то. Василию стало грустно, ему всегда было жаль живых существ, будь то соседская собака или даже эта дикая кошка. Он стоял в задумчивости, как вдруг краем глаза он заметил шевеление. Кто-то маленький скрылся за камнями неподалеку. Он обернулся, из укрытия торчал хвостик. Пятнистый хвостик. Глупый малыш сам спрятался, а про него забыл. Василий тихонечко подошел к укрытию. Хвост не двигался, тогда он дотронулся до него рукой. Хвост быстро ускользнул, и на его месте показалась мордочка снежного котенка. Желтовато-зеленые глаза внимательно смотрели на старика. Котенок пытался оголить зубы и махал лапой. «Хорошо тебя мама воспитала, в обиду себя никому не дашь». Василий смотрел на котенка и понимал, что он был подросшим и, видимо, уже ходил с матерью. Она его начала учить премудростям охоты и, видимо, уже не питался молоком.
но он не был настолько взрослым, чтобы охотиться самому. Перед стариком встала дилемма брать его с собой или оставить его тут. Но куда ему такая кошка? Однако жалость взяла вверх, и он все-таки решил забрать его с собой. Котенок сопротивлялся и царапался, не понимал, глупый, что дед его спасает. Просто во что-то завернуть не получалось, он был уже довольно крупным. Тогда Василий поставил свой короб, положил его туда и прикрыл. Хорошо, что он закрывался. И пошел Василий домой, разговаривая с котенком всю дорогу. По дороге котенок пару раз практически выбрался, поэтому дедушке пришлось взять его на руки. Дошли они до дома, а там их бабушка с Дашей встречают. Девочка сразу заметила, что дедушка что-то несет с собой, и побежала к нему. Запыхавшись, она остановилась около дедушки и заглянула ему в руки. «Деда, это мне зайчик передал». Очень удивленно спросила она. «Да, внученька», — рассмеялся Василий. «А кто это?» «Котенок Дашенька. Похоже, он будет жить с нами». Вместе они дошли до бабушки, и дед откинул куртку, и оттуда показалась маленькая голова котенка. «Но где ты такого нашел?» — спросила бабушка. «Пойдем в дом, там все расскажу». Они вместе помыли котенка и попытались накормить. Сначала он отказывался от еды, но когда Даша протянула ему куриную ножку, он обнюхал ее, а потом жадно вцепился и унес в короб. Видимо, он решил, что это теперь его новое убежище. Даша поставила рядом с коробкой миску с водой, и они решили его пока не беспокоить. У него не было ран, и судя по тому, что у него был аппетит, с ним было все в порядке. Василий думал, что немного подержит его у себя, хотел, чтобы малыш подрос и окреп, и затем в планах у него было выпустить его обратно в дикую природу. Но у снежного котенка были свои планы. Он освоился в семье и даже подружился с хозяйской собакой. Может, ему не хватало мамы, и в ней он видел что-то от нее. Сначала собака не хотела его принимать и очень странно смотрела, боялась даже подойти. Это все лесные запахи, сделал вывод дедушка. И правда, через пару недель, когда семья вернулась домой, они застали собаку и котенка спящими вместе. Он устроился у нее на животе и сладко посапывал. Домочадцы дали ему простое имя – Барс. Когда котенок подрос, он стал проявлять охотничьи наклонности, и пару раз дедушка буквально вырывал своих и соседских кур из лап неумелого охотника. Тогда-то Василий понял, что пришло время выпускать Барса на волю. Они предпринимали несколько попыток, но кот, следуя их следам, шел по пятам. И с тех пор они забросили попытки вернуть его в дикую природу, и он стал полноправным членом семьи. Он вырос в красивого снежного барса, или, как их еще называют, ирбиса. Гордый взгляд желтоватых глаз, длинные черно-белые усы, на макушке крупные широкие уши. Он грациозно ходил по своей территории своими широкими лапами, а когда наступала зима, то благодаря ним он даже не проваливался под снег. Хвост стал очень длинным, пушистым и очень часто выглядывал откуда-то из-за угла. Тогда дед приговаривал: «Как нашел я тебя, по этому хвосту тогда в ущелье, так всегда я буду теперь находить. Так и не научился ты его прятать». Когда Даша его гладила, он мурлыкал, как большой кот Баюн, а когда ему что-то не нравилось, он показывал это, оголяя белоснежные клыки, ведь рычать он не умел. Он считал себя членом стаи, в которой вожаком был Василий. В один из зимних дней Барс пропал. Даша, не сказав ни бабушке, ни дедушке, ушла его искать в лес, одна, зимой, одев лишь легкое пальто и валенки на босую ногу. Василий спохватился, когда начало темнеть, и сразу понял, что Барс и Даша пропали вместе.
Он взял собаку и ружье и пошел их искать. В темноте в лесу собака взяла след, она забыла и побежала куда-то далеко. Василий еле успевал за ней. Запыхавшийся, он выбежал на поляну и в свете луны увидел Дашу, а рядом лежал барс. Ему срочно требовалась помощь. Он был весь в ранах, а Даша держала его голову и плакала. С ней все было в порядке. Она рассказала, пока они несли его домой, что когда она ушла искать барса, ее окружила стая волков. Она не знала, что ей делать. Они стали к ней медленно подходить, включая и оголяя клыки. Даша села и закрыла лицо руками. Внезапно она услышала рычание, затем жалобный писк и скулёж. Она открыла глаза и увидела, как ее барс дерется за нее со стаей. Он держался около нее и не подпускал к ней ни одного хищника. Волки долго не сдавались, но барс тоже не отступал. Он отбил все атаки, и волки отступили. Только тогда он подошел к Даше и упал у ее ног. Теперь Даша с дедушкой спешили домой, ведь им нужно было спасти его. Раны были серьезные, но благодаря сильному молодому организму барс поправился. Теперь он стал не только любимцем, но и защитником внучки Василия. Вот такая трогательная история. А вам спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего хорошего!